Привет, мои сладкие, меня зовут Ада, мне 28 лет, и я курильщик с большим стажем. Перейдем к вопросам. Так, первый вопрос. Во сколько лет я начала курить и сколько лет уже курю? Я начала курить, когда мне было 14 лет. Это были мои первые отношения. И мальчик, с которым я встречалась, курил. Вот, соответственно, во время поцелуев был сильный привкус сигарет, он мне очень сильно нравился, и в итоге, когда мы расстались, мне очень сильно не хватало этого привкуса во рту, и я решила начать курить. Сначала я курила не взатяк, поностальгировать о своих ушедших отношениях. В общем, страдала. Вот. Потом, так как в компании было стыдно курить не взатяк, мне пришлось научиться курить по-настоящему, и меня было уже не остановить. Я курю на данный момент 14 лет. Сколько сигарет в день я обычно выкуриваю? Приблизительно у меня уходит пачка сигарет в сутки. Это 20 сигарет. Чувствую ли я зависимость от сигарет? Да, зависимость у меня достаточно большая. 14 лет курить, это вам не побаловаться. Оцени свою зависимость. Слабая, средняя, сильная или очень сильная. Я могу сказать, что моя зависимость зависит от ситуации. Соответственно, я не могу находиться без сигарет, когда я пью, когда у меня очень сильный стресс. После еды мне обязательно нужно покурить. И когда я проснусь. Просыпаюсь ли я ночью покурить? Скажу так, если я просыпаюсь ночью, мне обязательно нужно покурить, иначе обратно я просто не засну. Чувствую ли утром после пробуждения желание курить? Да, оно просто огромное. Если я не покурила утром, я очень злая Мегера. Если мне с утра не дать сигарету, я готова убивать, я готова крушить, ломать, я становлюсь ужасно злой, раздражительной. Мне обязательно нужно выкурить пару сигарет и выпить кофе. И тогда все будут в безопасности. Как быстро после пробуждения я курю? Наверное, в первые же 15-20 минут моего пробуждения я первым же делом, я даже в туалет не иду, я сразу иду делать себе кофе и беру сигареты в руки. Сигарету в руки. Только так начинается каждое мое утро. Сколько я могу курить, пока не станет невыносимо? Очень такой сложный вопрос, потому что есть только один вариант, когда я могу долго не курить. Это если закончились конкретно мои сигареты. Я курю сигареты с 2 капсулами, вот, ментол и какая-то фиолетовая кнопка. Вот, если нет конкретно моих сигарет, то другие сигареты я не могу курить. Вот, наверное, я не буду называть фирму, да, иначе это реклама уже получается. Свои сигареты я курю, наверное, уже лет 8, и никакие другие мне больше не нравятся. Если я пойду в кино, смогу ли я высидеть 3-часовой фильм, или нужно будет выйти покурить? Это зависит, во-первых, от фильма, а во-вторых, есть ли у меня с собой электронка.
Я курю сейчас и обычные сигареты, и вейп. Он у меня под цвет волос. Почти. Вот, вейп я, собственно, курю в тех случаях, когда я не могу выйти куда-то покурить или нахожусь в каком-то помещении, где нельзя курить. Вот, он меня спасает, но все равно не дает ощущения, что я накурилась. Сколько я могу не курить, пока станет невыносимо? Самое большое количество времени, которое я не курила, наверное, часа 4. Это прям для меня очень много, и становится сложно себя контролировать. Я становлюсь раздражительной. Сколько минут в среднем проходит между сигаретами? От 40 минут, нет, от получаса до часа. Больше часа я не могу, мне обязательно каждый час нужно выкурить сигарету, получить свою дозу никотина. Вот. Ну, самое маленькое, наверное, минут 15-30 даже. Вот так вот. Если я пью, я очень много курю. Могу ли я представить себя без сигарет? Нет. Потому что я курю, когда мне скучно, когда мне грустно, когда я злюсь или радуюсь, когда я нервничаю. Я курю постоянно. Я не могу себя представить без сигарет. Бросала ли я когда-нибудь курить? Если да, то сколько продержалась и было ли тяжело? Да, у меня был опыт, когда я пыталась бросить курить. Мне было, наверное, 21. Это было ужасно тяжело. Я была очень агрессивная. Я никогда не забуду. Я не истеричный человек, но я плакала из-за того, что неправильно кто-то сварил макароны. У меня была 2-часовая истерика, потому что я не курила, и меня ужасно сильно все раздражало. Вот. Продержалась я 2 месяца. Потом был Новый год, мы выпивали, и, соответственно, я начала курить заново. Жалею ли я, что начала курить? Я думаю, что, как любой другой курильщик, да, жалею, но жалею только по той причине, что сложно бросить. В целом, мне нравится курить. Мне нравится, как это выглядит. Мне нравится чувствовать этот вкус. И мне нравится то расслабление, которое приносят сигареты. Хочу ли я бросить? Да, я хотела бы бросить курить сигареты. Да и вейп тоже, если честно. Но пока что не планирую этого делать. Вообще, я обещала бросить себе курить, когда мне будет 25. Но, как видите, мне сейчас 28, я все еще курю. Так, если я выпью, как часто я курю, и сколько я могу находиться в алкогольном состоянии без сигарет? Очень мало. Я курю, если я выпиваю, я выкуриваю 2-3 пачки сигарет. И курю я просто нон-стопом, как паровоз. Я постоянно, особенно в разговоре. В разговоре под алкоголем у меня уходит супер много сигарет. Я могу выкурить 3-4 сигареты за раз. Вообще совершенно спокойно. Что мне больше всего не нравится в курении? Больше всего мне в курении не нравится, когда на улице минус 20, снег или дождь, и мне приходится идти за сигаретами, потому что они заканчиваются. Еще мне не нравится, когда руки пахнут сигаретами. Одежда, волосы, окей, но запах от рук мне не нравится. Во всем остальном, ну, наверное, еще здоровье. Я переживаю за свое здоровье. С тем количеством сигарет, которые я курю, мне кажется, ему плохо. Моему организму, да. Я тупая. Так.
Как я могу оценить свое состояние легких? Хорошее, среднее, плохое? Я думаю, что среднее. Я делала флюорографию, у меня все хорошо. Но у меня есть кашель сигаретный. И плюсом ко всему, я очень люблю петь. Вот. И я прям чувствую мокроту постоянную у себя в горле. Это достаточно сильно мешает управлять своим голосом. Есть ли у меня хрипы при дыхании? Да, я очень сильно люблю совмещать вейп и курение. То есть я могу закончить сигарету, начать курить сразу же вейп. Вот. И тогда мои легкие просят остановиться, перестать это делать и, наконец-таки, дать им передышку. Если у меня одышка при беге, подъеме по ступенькам, слушай, постоянно. Я поднимаюсь на второй этаж, у меня уже одышка. Я просто быстро хожу, у меня опять же начинается одышка, мне очень тяжело, мне не хватает воздуха. Но я все равно курю, да. Смогу ли я пробежать километр? Я не смогу пробежать километр, мне 28 лет. Какой вообще может быть бег в таком возрасте и с моим стажем курения? Чувствую ли я дискомфорт в местах, где нельзя курить? Во мне просыпается, как бы это сказать, такой некий протест, потому что у нас во многих местах можно выпивать алкоголь, а курить нельзя. При этом всем курящие люди, кроме как запахом, ничем другим людям не мешают. А вот люди в алкогольном опьянении могут сделать достаточно много плохих вещей, и как бы им это можно, а нам, курильщикам, нельзя. Это дискриминация курильщиков. Это нечестно. Так, опиши ситуацию, где хотелось покурить и нельзя было. Ну, если мне очень сильно хотелось курить, но при этом всем этого нельзя было делать, обычно я обходилась вейпом. Я говорю, он, конечно, полностью не спасает положение, но помогает перетерпеть. Вот. Если это поезда, то я мониторю остановки достаточно длительные, в которых могут выпустить из поезда, чтобы я смогла наконец-то накуриться. А так обычно в поезде, в плацкарте я ухожу под простынь и курю там вейп. Либо выхожу в туалет еще как вариант покурить. Так, я курю ради удовольствия или зависимости? Ну, при условии того, что я могу не курить достаточно долгое время, если у меня нет своих сигарет, я считаю, что я курю больше для удовольствия, нежели это зависимость. Смогу ли я бросить курить, если поставлю такую цель? Я думаю, что да, смогу. По крайней мере, я собираюсь это сделать. Вот. Но я думаю, это будет очень тяжело. Так. Сколько времени проходит после пробуждения, перед тем, как я начну курить? Я уже, по-моему, говорила об этом ранее. Буквально в первые 15-30 минут после пробуждения мне обязательно выкурить сигареты. Не курить... Смогу ли я не курить сутки? Нет. Я не смогу не курить сутки. Это точно. Мешает ли курение в обычной жизни, когда нет возможности покурить? В целом, это напрягает. Когда ты не можешь в любой момент взять сигарету в руки, затянуться ей и почувствовать этот прекрасный вкус. Это сложно. Курю ли я больше своих знакомых и друзей? Да, у меня очень много знакомых, кто курит просто так, по приколу, или курит исключительно когда выпивает, и они дилетанты. Говорят ли мне мои знакомые, что я слишком много курю?
Конечно. Каждый раз, когда нужно выйти на балкон, куда-то покурить, выйти, или мы разговариваем, мне нужно покурить, я обязательно их тащу с собой, потому что, ну, извините, мне так легче и мне так проще. Мешает ли курение заниматься спортом? Если это какие-то кардио-тренировки, то да, курение очень сильно мешает. Если это больше силовые тренировки, то тут уже 50/50, потому что, ну, после тяжелой работы, конечно, тоже хочется покурить, но в целом это желание терпимо. А вот если при кардио ты начинаешь задыхаться, тебе становится тяжело, тут уже вопросики.